Платят деньги, за которые ты не поймешь, как человек живет там. Не додаете зарплату, я сам возьму. Ну, второй, третий, потом 10-й, 5-й, 100 ларьков. Пираньи, они едят друг друга. Ну, за эту работу всегда будут платить мало. Очень простые работы, простой труд, там, не знаю, кассир, таксист. Эти люди оказываются в каком-то рабстве либо корпораций, либо агрегаторов. И эти агрегаторы им настолько диктуют уже свои условия, что вырваться из этого невозможно. Согласны ли вы с этим и как тут быть этим людям? Следует уяснить очень простой факт. Тот, кто работает на очень простой работе, очень простой, который могут делать сотни, тысячи, миллионы других людей, за эту работу всегда будут платить мало. Более того, ценник будет дальше снижаться. Роботы, автоматизация и так далее. Поэтому хочешь зарабатывать больше, умей делать то, что другие не умеют. Если ты продолжаешь таксистить, ну, это стабильно, это надежно и так далее, но все знают, как агрегаторы отжимают у таксистов деньги. Все говорят, это больно, но это так. Люди, попавшие на раздающие позиции, ну, влияющие на бюджет, они говорят, ну, потому что рынок, мы можем не платить. Рынок, что это такое? Ты можешь на рынке пригласить людей, которые согласны за такую зарплату. Я говорю, я понимаю, но вы влияете на атмосферу в этом, ну, селе, городе, да? Потому что, ну, как бы, приглашая людей на эту зарплату, при отсутствии других предложений в этом городе, вы фактически, вы и есть маркетмейкер этого рынка, вы создаете этот рынок такой. Это коренной источник такого действия. Представление людей, что если они могут не платить, они не будут платить. Линейные менеджеры, у которых, ну, бюджеты, ну, все заботятся за снижение зарплаты, я понимаю. То есть они начинают как скальпинг делать, скальпирование. Везде чуть-чуть снизить. С одной стороны, это как бы хозяйственность, ну, такой хозяйственный подход. Но мы сейчас входим в этическую проблему. Насколько хозяйственные вопросы, то есть вопросы, ну, устойчивости финансов, да, должны или могут вмешиваться в вопрос, когда у нас в каком-то селе или городе мы своими действиями блокируем, ну, я знаю, уровень доходов, который, ну, не позволяет вообще людям голову поднять. Главной национальной чертой всегда считалось долготерпение русского человека. Может, в этом и проблема, что у нас так мало платят, что мы все время терпим? Главной чертой россиян является долгоебство. Люди могут годами и десятилетиями работать на позициях, ну, на рабочих местах, где им платят деньги, за которые ты не поймешь, как человек живет там. Это очень сильно блокирует наше экономическое, социально-экономическое развитие страны. Вот именно это. То, что у нас люди принимают несчастный образ жизни как образ жизни. Я родился, чтобы терпеть, я принимаю это. Ну, как-то крутимся там, огород, сад, как-то с миру по нитке и так далее. Человек — это способность соединить по-другому, чтобы испытывать состояние, когда ему нравится, что с ним происходит. Или убеждать себя в том, что терпеть боль, которую ему не нравится терпеть, это вот, ну, это вот так. Мы здесь живем. Но запомни, ни одна обезьяна не отдаст банан другой обезьяне, который придет и скажет: за то, что ты будешь терпеть и станешь терпиловой всю жизнь, и тебе будет плохо, но ты будешь терпеть, время от времени заливая там алкашку или алконарко, да, и так далее, да. Отдай мне этот банан за обещание, что когда ты умрешь, там будет сколько хочешь бананов. Только человек способен отдать банан этой обезьяне. Люди — великолепные придумщики. И с одной стороны, это дает все те чудеса света, которые мы видим, все те благоцивилизационные вещи, которые есть, а с другой стороны, да, мы погружаемся в мракобесие
Игорь Владимирович, вы сказали, что роботы заменят на этих позициях людей. Почему вы так думаете, учитывая, что и так платят людям копейки, и зачем роботы нужны? Ну, дело в том, что роботы не писают, не какают, не устают, 24 часа работают. И сервис на обслуживание роботов, который представляет компании нового типа, он все снижается. Если 7 лет назад робот, который участвовал в производственном процессе автосборки или вот в компании Технониколь стоил $2 миллиона, это было что-то такое эксклюзив, и стоял там один робот на всю компанию, и все там ходили в него, робот и так далее. То сейчас этих роботов стоит много, и стоит он уже не $2 миллиона, а $200 000. За эти $200 000 на его жизненном цикле, да, он заменяет 20 людей, и он не ошибается, робот, в отличие от людей, не ошибается, не отходит на обеденный перерыв и так далее. Воевать и бороться с роботами, с автоматами и алгоритмами — это просто глупо. Ну, глупо. Лучше использовать роботов. Лучше сейчас переквалифицироваться в ту профессию, которая налаживает роботов, да, использует роботов для того, для другого и так далее. Вот. Каким сотрудникам вы готовы платить выше рынка или даже сильно выше рынка? Ну, начнем с того, что такие люди, есть, их не единичное количество. Я не называю это зарплата, я называю это доходы этих людей. Они у них появляются не в тот момент, когда я им плачу, я решаю что-то платить, нет, а в тот момент, когда в точке присутствия этого человека создается некое новое, экспансирующее, быстро расширяющееся что-то, у него доходы резко растут. Если перевести это на какой-то денежный язык, это люди, которые создают прибыль компании? Это люди, которые влияют, да, на рост экспансии компании. Это может быть выражено в финансовой прибыли, это может быть, не знаю, охват аудитории или накопление даты уникальной какой-то. То есть, экспансия. То есть происходит феноменальная экспоненциальная экспансия. Если не построить геймифицированную схему оплаты, например, да, доходов, то человеку, который научился порождать экспоненциальные тренды, он пойдет там что-то свое делать и так далее. То есть в данном случае я сторонник мирозданческого подхода. То есть ты можешь сколько угодно пытаться удержать, например, модель оплаты труда или там, доходов, модель роста доходов человеку, который способен порождать экспоненциальные тренды, значит, вы разойдетесь, ваши пути разойдутся. Почти любой малый бизнес, за редким исключением, достаточно простой. Значит ли это, что в будущем можно будет заработать больше на хорошей позиции где-то в компании, чем создав свой маленький бизнес? Каждый малый бизнес, он очень простой. Немногие малые бизнесы станут средними и большими. Это бывает очень редко. Кстати, Технониколь — один из тех малых бизнесов, который стал сперва средним, теперь очень большим. Но это бывает очень редко. И потому судьба всех малых бизнесов одинакова. Очень маленький заработок, давление, затраты растут, доходы снижаются, или кривая поступления доходов неравномерно, кассовые разрывы и так далее. Это сценарий. Это очень рисковая поляна, очень рисковая, потому что на это место могут прийти другие малые бизнесы, потому что все просто, все понятно, подсмотрел, поставил ларек. Я думаю, все люди видели. Стоит ларек, второй, третий, потом 10-й, 5-й, 100 ларьков, конкуренция, у всех маржа низкая, зарплаты у продавщицы ларька, были в начале, какие-то там приличные, а в конце что? Вот эти минимальные деньги, потому что все ларьки пытаются выжить, они в Красном океане, они пираньи, они едят друг друга, и все затраты снижены по самое не могу, и продавщица в ларьке какие деньги зарабатывает? Минимум. Кстати, многие именно в этом месте начинают воровать. Люди, на самом деле, они внутри предприниматели. Не додаете зарплату, я сам возьму.
Кстати, по причине той же самой этики. Чувствуешь? Если бы вот этот человек, которому не доплачивали, и он сделал решение, я сам тогда возьму. Дело в том, что если бы он оказался на раздающей позиции и определял бы другим зарплату, как ты думаешь, что бы было? То же самое. Значит, в малом бизнесе, существуя, имея какие-то деньги, это тренировка. Смотри по сторонам, попытайся консолидировать сеть ларьков. Ну, ларьком я называю какое-то небольшое дело, может, консолидировав фирмы, объединить в какую-то сетку с другими, может быть, предпринимателями, чтобы создать монополию. Я удивляюсь, почему люди не знают о том, что единственное правильное действие для того, кто занимается бизнесом, это создать монополию. Ну, не для того, чтобы стать главным и крутым, да нет, просто чтобы сделать экономию на издержках. Ну, когда очень простой бизнес, да, можно существовать следующим образом. Объединил много простых вещей, сделал общий центр обслуживания и что-то сделал дешевле, таким образом ты обретаешь, ну, устойчивость. Мастером или тем, кто может создать средний бизнес или даже крупный, да, являются те люди, которые, смотри, которые исходят из следующего. Каким мне надо быть, чтобы ты захотел ко мне присоединиться? Итак, смотри, подводя итог, четко и конкретно, значит, 3 вещи, которые надо делать, чтобы зарабатывать больше. Первое. Не делать простых вещей, которые могут делать очень много других людей. Раз. Второе. Когда у тебя что-то есть, масштабировать это и расширять. Ну и третье. Если у тебя что-то все-таки получилось, никогда не отдавай свой банан другой обезьяне, которая тебе обещает в загробной жизни много бананов, а сейчас предлагает страдать, терпеть и отдать ей твой банан. Кто смотрел это видео, у того появился шанс. Прошу каждого, не оставьте это только себе, поделитесь со своими друзьями, близкими, с людьми, кто вас окружает. Тебе повезло, сделай, чтобы другим повезло.